Земли, когда посмотри, когда мы сидим на земле, слишком большой, он выглядит польский. Понятно, да? Потому что слишком большой, мы слишком маленькие. Поэтому это выглядит польский. Поэтому, выглядит польский, но настоящий так нету. Он круглый. Понятно, да? Then you say, all is absence of flat. That is from the point of I is empty inexistent. Итак, вы говорите, что Земля пуста от плоскости, и это с точки зрения вашего «я» все равно, что сказать, что «я» пусто от самого бытия. How? Why? Because I appear to you as a inherent, truly existent, solid. Such I doesn't exist. Почему? Потому что like вам ваше «я» кажется истинно существующим, самосущим, неким прочным, и такого «я» не существует, так же, как и плоской Земли. You think I was born from my mother womb. Solid I born. This body born, not you. Вы говорите, я родился из материнской утробы, как будто родился некий прочный я, но на самом деле родилось ваше тело, а не вы. Тело is not you. Тело это не вы. If тело is you, then head is you, hand is you, stomach you. You don't find one single particle which is I. Если тело это вы, то тогда возникает вопрос, а что именно вы, живот, руки или ноги, но вы не сможете найти ни одной частицы, которая являлась бы вашим «я». Даже исследуйте свой ум, и там вы тоже не найдете своего «я». Тогда что же такое «я», если вы его ищете, то не находите. This is a reality. Но вы его не находите, но при этом я могу испытывать страдания, я их переживаю, и это реальность. Это реально. Body is not I, mind is not I. Then what is I? При этом тело это не я, ум это тоже не я, а что такое это я? Then ya is a name given on this body and mind. Тогда я это просто название, данное этим телу и уму. This is called composition factor. И это то, что называется составной фактор. This one science don't know. Ученые об этом ничего не знают. That's why science they know particle, matter. But if you ask scientist Einstein, what is I? He will have no answer because he don't know this object which is called mental composition factor. This one science didn't touch it. Например, ученые изучают материю, частицы, и поэтому обладают очень точными знаниями в этом отношении. Но если у ученых, скажем, у Эйнштейна спросить, что такое «я», то он ничего вам точного на этот счет не ответит, потому что в науке неизвестен такой вид явлений, как составной фактор. Да, ясно, да. Феномена two division. Functional phenomena, non-functional phenomena. Феномены делятся на две категории: функциональные феномены и нефункциональные феномены. Then functional phenomena, three categories. Функциональные феномены на три категории. Matter, consciousness and composition factor. Это материя, сознание и составной фактор. So matter, science know very well. Материю ученые очень хорошо изучили. Now consciousness slowly, psychology they are studying. Сознание теперь постепенно изучают психологи и также квантовые физики. Немного изучают сознание. Но все еще очень плохо изучили его. А третьего класса явлений составного фактора ученые не знают вообще. So object which is not matter, not consciousness, but function. Итак, это некий объект, феномен, который не является ни сознанием, ни материей, но при этом функционирует. For example, time. Например, это время. Time, science is very difficult to explain. What is time? Because they don't. Time is a composition factor. Ученым очень трудно объяснить, что такое время, потому что время – это составной фактор. So they say, sometimes they say you can go to future, you can go to past, this you go back to past, go to future. This is all nonsense. Иногда ученые говорят о том, что можно отправиться в будущее или вернуться обратно в прошлое, но это просто нонсенс. Yes, да. So time is a composition, just name given on the object basis. Время – это составной фактор, простое название, которое присвоено объектной основе. Depend on the present. Present, time is not present, but depend on present, then you talk about time. Время – это не настоящее, но в зависимости от настоящего вы можете говорить о времени. So, from the present, that which is finished is called past. С
точки зрения настоящего, то, что уже закончилось, называется прошлым. Just name. Это просто название. Depending on the present, that is going to come, is called future. И также в зависимости от настоящего, то, что только наступит, называется будущее. Then this present moment, if you analyze, then it go, countless, indivisible. There's no part like a partless particle. That also there's no indivisible time. Далее, если вы исследуете настоящий момент, то там есть, вы можете углубляться бесконечно, и точно так же, как нет неделимых частиц, нет и неделимого момента времени. Это открытие Прасангики Мадхьямики. Just name given on the this object basis. That's where it changed because of the object basis change. It says time is changing. И это просто название, данный объект на основе, и время меняется, потому что его объектная основа меняется. There's no solid time. Но при этом нет какого-либо прочного времени. Прочного времени нету. Все зависимо. Everything's depend rising. Все взаимозависимо. So that's why Einstein talk about the theory of relativity. Everything's dependent. Поэтому Эйнштейн говорил о теории относительности, то, что все зависит от другого. Buddhism talk about depend rising. В буддизме говорится о взаимозависимости. This is Buddhist philosophy. Это буддийская философия. That's been done in 10 minutes. Время закончилось. So Buddhist physics, this is Buddhist physics, I told you, mathematics and physics. И это то, о чем я говорил вам, это буддийская математика, буддийская физика. Yeah, okay. So then this Buddhist mathematics, this Buddhist physics is for making your mind kind person. Make your mind very kind mind. Это буддийская математика, буддийская физика предназначена для того, чтобы сделать вас очень добрым человеком, сделать ваш ум очень добрым. Очень чистый. This is the result, profit of the Buddhist mathematics and Buddhist physics. Это то благо, которое вам может принести буддийская математика, буддийская физика. Profit. Прибыль. Прибыль это не деньги. Прибыль добрый, чистый совсем. Одна капля негативного состояния не буду. Это прибыль, это математика, понял, да? Это физика, это теория quantum physics, да? Буддийский quantum physics. Это use it for making the mind very kind. Your mind is not kind because of the ignorance. И используйте эти знания для того, чтобы сделать свой ум очень добрым, а ваш ум не является добрым из-за неведения. Because ignorance. Because you don't understand all this theory, Buddhist theory. Потому что вы не понимаете всех этих буддийских теорий. Maybe some people understand from the surface level, deep down there is no conviction on it. Может быть, некоторые люди понимают эти вещи на поверхностном уровне, но глубоко внутри нет убежденности. When you develop conviction, day by day you become a kinder and kinder. А когда вы развиваете убежденность, то день за днем вы становитесь все добрее и добрее. And you don't want to separate from your kind state of mind for one moment. И далее уже не хотите расставаться со своим добрым состоянием ума даже на одно мгновение. One moment this kindness go away, you feel that something is missing it. Даже если на один миг ваша доброта исчезает, вы сразу же чувствуете, что чего-то не хватает. Ясно, да? Хорошо. Когда у вас очень хорошие друзья, 1 минут ушла на улице, вы думаете, когда он приду, понял, да? Вот так, когда вы слишком хорошие отношения, ваше доброе состояние ума, 1 миг он уйду, вы думаете, где мои самые лучшие друзья, понял, да? Мое доброе состояние, сразу вы кушать буду, сразу вы развивать буду. Это счастливо, понял, да? Когда ваш ум 24 часов добрый, позитивно, одна негативная мысль, когда приду, он уйду. Понятно, да? Ваше доброе состояние ума не могу находить. Your kind state of mind and negative state of mind can't be together in one state of mind. It's not possible. И ваше доброе состояние ума и негативное состояние ума не могут пребывать одновременно в одном состоянии. Да? So your mind, if it's a dominant or positive state of mind, there is no place for negative state of mind. И поэтому, если в вашем уме преобладают благие, позитивные состояния ума, то там не остается места для негативных состояний ума. If negative state of mind immediately occupy this, your dominate your mind, then there is no place for positive state of mind. А если ваш ум захватывает негативное состояние ума, то там уже не остается места для позитивных состояний. That's why football trainer what they says. Поэтому о чем говорят футбольные тренеры? Ball itself will not score the goal.
То, что сам мяч не забивает гол. Ясно, да? And other opponent, how they good are, if they don't have ball, they can't do anything. И противник, как бы хорошо он ни играл, если не владеет мячом, то тоже не сможет забить гол. This way, when the match start, you have to, position, control the ball. Position control, that's very important. Поэтому, когда начинается матч, необходимо захватить позицию, контролировать мяч. Then keep in your position, more control the ball match. Then other player, Messi, Ronaldo, best match что могут делать, да? Ничего не боится, да? Если match watch control, они просто кричат, да? Ясно, да? In the same way. И точно так же. Morning when your eye open, it's like a referee will start the game. Утром, когда вы открываете свои глаза, то можно сказать, что в этот момент начинается ваша игра. Игра, referee start the whistle, game start. То есть судья свистнул свисток, и началась игра. So you remember what I say. В этот момент вспомните то, о чем я говорил. This is very important strategy. Это очень важная стратегия. Immediately your positive state of mind, dominate the mind. Сразу же ваши позитивные состояния ума должны захватить ваш ум. That means in your mind there's one seat, and if you positive state of mind, when door open, immediately sit on the seat. Negative state of mind don't have place to generate. Это означает, что в вашем уме есть только одно место, и когда открывается дверь, если на это место сразу же садятся позитивные состояния ума, то негативным состоянием ума места уже не остается. How strong they are, they can't do anything. You already say, they say, please go away. No, I will 24 hours stay here. Какими бы сильными они ни были, вы уже заняли это место, там пребывает ваше позитивное состояние ума, а они, негативное состояние, просятся на это место, а вы отвечаете им: нет, я буду находиться здесь 24 часа. They will complain you. This from beginner's time I'm sitting in this chair. How dare you stay in this chair? They will say. Они начнут жаловаться: ну как же так, мы сидим на этом месте с безначальных времен и до сих пор, как ты смеешь садиться на это место? At that time I'm stupid. Now I'm not stupid. Only positive state of mind take this position. Вы отвечаете: до этого я был глупым, а теперь я не такой глупый. Теперь это место будут занимать только мои позитивные состояния ума. I before stupid because instead of occupying this most important seat, I tried to find happiness outside. I was stupid. Раньше я был глупым, потому что вместо того, чтобы постараться занять это место, которое является самым главным, I search happiness outside. Я искал счастье где-то во внешнем мире. So you slowly, even visual start, you know that I can't occupy this chair. You slowly come and sit on this chair. No any rush. А в вашем случае, даже если судья свистит и начинается матч, вы очень... You know that I can't occupy this seat. As you know, that's why you slowly come and occupy it. Вы знали, что я не смогу занять это место, поэтому, что позитивное состояние ума не смогут занять это место, и поэтому медленно вы встали, подошли, думая, что займете это место. Вы думали, что это ваше место, но это не ваше место. Вы здесь чужие. Uttara Tantra, Mitra Buddha says, all the positive state of mind, they are the real citizen of mind. В Уттара-тантре Будда Майтрея говорил о том, что все позитивные состояния ума являются настоящими гражданами вашего ума. All the positive, they are real citizen. All the negative state of mind, they are чужой. Все благие, позитивные состояния ума являются настоящими гражданами вашего ума, а все негативные состояния ума чужеродные, как пришельцы. И при этом они захватывают вас и порабощают. Нет ни одного негативного состояния ума, которое являлось бы вашей частью. Все они являются чужеродными, как болезни, и не являются гражданами вашего ума. Не граждане. И поэтому у них нет права занимать это место. Это самое важное место, это трон президента. Think on it, there is many meaning on it. Так, подумайте об этом. Здесь заключен глубокий смысл. Силою заслуг, которые я стяжал трудами на этапах пути,
Да обретут все живые существа возможность трудиться подобным же образом. Сколько ни есть живых существ, испытывающих сердечные и телесные муки, пусть все они избавятся от страданий силою моих заслуг, и пусть все они обретут вечную радость и счастье. Да испытает каждое существо счастье людей и богов, и достигнет скорого освобождения, так что сансара скоро угаснет. На благо всех живых существ, заполняющих пространство, да обрету я мудрость, как у Манджушри, великое сострадание, как у Авалокитешвары, огромную силу, как у Раджапани. Дхарма, проповеданная Буддой, наилучшее целительное средство, облегчающее всякую душевную боль. Да процветает эта дхарма, драгоценность, во всех мирах, наполняющих пространство. Да родится в сознании всех живых существ великая вера в Будду, Дхарму и Сангу, и тем самым да воспримут они благодать трех драгоценностей. Отныне да не будет в этом мире страданий, от неисцелимых болезней, голода и войн, и да не причинят вреда землетрясения, пожары, наводнения, бури и другие бедствия. Да повстречаются все живые существа, моей матери, с драгоценными наставниками, указывающими этапы пути к просветлению. И, вступив на эту стезю, пусть скоро достигнут они окончательного покоя, полной просветленности. Благословениями Будды Бодхисаттв, истинной поступков и их последствий, а также силою моего чистого, высочайшего стремления, да исполнятся мои молитвы. There is so many meaning of this analogy. Think again, what I give. Итак, в тех аналогиях, которые я привожу для вас, заключен очень глубокий смысл, поэтому обдумывайте их снова и снова. До свидания, до свидания. Be happy. Будьте счастливы. And 24 hour, familiar with positive way of thinking. This is your practice. И 24 часа в сутки приучайте себя к позитивному образу мышления. Это ваша практика. Хорошо? До свидания, до свидания.